В одном из районов провинции Цзянсу группа инженеров и рабочих приступила к, казалось бы, обычной задаче — расчистке дна небольшой реки для будущей транспортной развязки. Техника работала в штатном режиме, пока экскаватор внезапно не наткнулся на плотную бетонную плиту, уходящую вглубь русла. Первое предположение — старая дренажная система. Но чем больше копали, тем больше открывалась картина чего-то куда более масштабного. Под слоем ила и глины скрывалась тщательно спроектированная бетонная конструкция, которая тянулась на сотни футов. Без всякой огласки, без указателей, без доступа для публики. Это оказался фрагмент подводного тоннеля, соединяющего два района через реку, о существовании которого местные жители даже не догадывались. Китай строит не просто быстро, он строит скрыто, и иногда даже сами строители не знают, насколько глубоко уходит система, к которой они прикасаются. Подобных случаев по стране десятки. В местах, где кажется, что все давно исследовано и застроено, под землей могут скрываться инженерные чудеса, которых нет больше нигде в мире. Китай не ограничивается только поверхностью. Он осваивает каждую плоскость, вверх, вширь и вглубь. И если нужно построить транспортный узел под водой, он это делает. А порой, чтобы реализовать такую задумку, приходится идти еще дальше. Например, полностью убрать с карты объект, который существовал тысячи лет. Провинция Гуйчжоу известна своими карстовыми пейзажами и зелеными холмами. Но однажды на месте одной из гор вдруг появилась идеально ровная площадка. Местные были ошеломлены, массив, который виднелся здесь десятилетиями, исчез. Причина: строительство нового транспортного коридора, где каждый лишний изгиб маршрута означал бы потери времени, топлива и денег. Китайские инженеры решили: проще срезать гору, чем прокладывать тоннель или строить виадук. На протяжении месяцев шла кропотливая работа. Сначала удалялись слои почвы, потом скальная порода. Все, что извлекалось, перерабатывалось. Из скальных обломков строились дороги, насыпи и бетонные плиты. Миллионы кубических футов земли были перемещены. Гора ушла, а на ее месте появилась новая логистика. Этот проект стал символом инженерной воли Китая. Государство, которое не останавливается перед масштабом задачи. Ради эффективности транспортной сети оно готово передвинуть землю. Буквально. Но по-настоящему поражает не только то, что Китай способен сдвигать горы, а то, что он умеет заглядывать под них. И под реки тоже. Ведь если можно стереть гору, почему бы не пробуриться сквозь дно одной из самых могущественных рек Азии? Река Янцзы — это не просто водная артерия, это бурный, мощный поток шириной в несколько миль с непредсказуемыми течениями и осадочными отложениями, меняющими дно каждый сезон. Но даже это не остановило Китая от идеи построить под ней транспортный тоннель. В середине 2000-х под Уханем начались работы, которые позднее войдут в учебники инженерного дела. Сначала было пройдено геологическое исследование более 200 скважин. Потом началось самое сложное — проходка. На глубине в несколько сотен футов под дном реки в условиях огромного давления бурильные машины продвигались вперед фут за футом. Каждая секция будущего тоннеля изготавливалась заранее, доставлялась к месту и погружалась на дно реки в точно рассчитанное время. Система вентиляции, освещения, дренажа и аварийного выхода — все проектировалось с учетом максимальных нагрузок. Под толщей воды и ила по тоннелю со скоростью свыше 200 миль в час проносились поезда, и никто, стоя на берегу, не догадывался, что под ногами проезжает тысячный состав. Но эта технология нашла и другое применение. Не только для транспорта. Она стала основой для создания целых систем. Скрытых, многоуровневых и абсолютно автономных. И однажды эти системы перестали быть просто инфраструктурой. Они стали частью городов. В центре Гуанчжоу, Шанхая, Пекина и других мегаполисов, если заглянуть чуть глубже, открывается второй уровень города. Там не просто метро. Там улицы, парковки, магазины, склады, подстанции и даже офисы. Все это построено с нуля. Специально для того, чтобы разгрузить наземное пространство и обеспечить устойчивость городов к экстремальным нагрузкам. Гуанчжоу считается одним из лидеров в подземной урбанистике. В районе Тяньхэ под землей можно пройти по коридорам от станции метро до десятка торговых центров, не поднимаясь на поверхность. Все связано между собой. Логистика, энергообеспечение, водоотведение. Там, где обычный человек видит только тротуар, под ним проходят целые транспортные и коммунальные артерии. Инженерные решения включают собственные системы вентиляции, резервное питание и водоснабжение. Это значит, что такие подземные комплексы могут функционировать автономно в случае ЧС или блокады. Их проектируют не только как часть города, а как его резервную копию. Но даже у таких систем есть уязвимость — вода. Китай решил эту проблему так, как не решал еще никто, и его ответ — это механизм, способный справляться с водной стихией в масштабах мегаполиса.
Шэньчжэнь – город, который всего за 3 десятилетия вырос из рыбацкой деревни в финансовый центр. И одновременно зона риска. Сезонные тайфуны, проливные дожди, подъем уровня моря. Ответ на эту угрозу прячется под улицами в виде мощнейшей насосной станции, построенной по последнему слову техники. Ее можно сравнить с подземным океаном, только управляемым. Когда начинаются ливни, десятки датчиков по городу мгновенно передают данные в систему управления. Включаются насосы, которые откачивают воду в резервуары, скрытые глубоко под землей. Эти резервуары могут вместить миллионы галлонов и при этом оставаться незаметными для горожан. После шторма вода проходит фильтрацию и возвращается в безопасные водоемы. Таким образом, город остается сухим даже тогда, когда с неба льются потоки. Этот проект не просто защита. Это активная инфраструктура, которая работает быстрее стихии. И все же не всегда вода приходит сверху. Иногда инженерные чудеса Китая достигают таких высот, что становится страшно даже заглянуть вниз. На юго-западе Китая, в провинциях Сычуань и Юньнань, пейзаж напоминает сцены из фантастических фильмов. Горы, каньоны, долины – все это пронизывают невероятные мосты, висящие над пропастями на высоте в 1000 футов. Один из них, мост Бэйпаньцзян, расположен на такой высоте, что из кабины автомобиля при взгляде вниз не видно дна ущелья. Только облака. Эти мосты не просто красивые конструкции, они жизненно важны для соединения отдаленных регионов. Без них путь между двумя точками мог бы занять 10 часов, с ними 30 минут. Китай делает ставку не на объезд, а на прямую линию, и если на пути встает пропасть, над ней строят мост. В буквальном смысле. Конструкция каждого из этих мостов – отдельный инженерный подвиг. Кабели, удерживающие пролеты, достигают в длину сотен футов, а анкерные системы уходят глубоко в скалы. Строители работают на высотах, где воздух становится разреженным, и любая ошибка может стоить жизни. Все это ради того, чтобы создать логистику будущего. И все же, когда дорога упирается не в пропасть, а в горный хребет, Китай выбирает другой путь. Он идет сквозь. Тибетское плато – одно из самых негостеприимных мест на планете. Воздух здесь на треть разреженнее, чем на равнине. Температура может опускаться ниже нуля даже летом. И все же через эти земли проходит одна из самых высоких железнодорожных линий в мире – Цинхай-Тибетская железная дорога. Это не просто железная дорога. Это комплекс инженерных решений, которые позволили соединить Лхасу с остальной частью Китая. Основные вызовы – вечная мерзлота, недостаток кислорода и сейсмическая активность. Чтобы рельсы не сдвигались при оттаивании грунта, их установили на специальные бетонные опоры, а подсыпку сделали из особых материалов, которые отводят тепло. Составы, идущие по этой линии, оборудованы системой подачи кислорода. Внутри вагонов давление, как в самолете. Машинисты проходят специальную акклиматизацию, прежде чем выйти на маршрут. А мосты и тоннели, через которые проходит дорога, могут выдерживать землетрясение силой до 8 баллов. Такая дорога не просто способ добраться в Тибет. Это утверждение инженерного превосходства. Но когда речь заходит о воде, Китай действует не менее амбициозно. Иногда он предпочитает не обходить водоем и не идти под ним. Он решает его остановить. Проект «Три ущелья» на реке Янцзы – одна из самых грандиозных инженерных задач в истории человечества. Огромная дамба длиной более 1 мили и высотой почти 900 футов способна сдерживать потоки воды, сопоставимые с 10 Ниагарскими водопадами. Это не просто плотина, это энергетический и экологический механизм, влияющий на миллионы людей. Строительство заняло более 10 лет. Пришлось переместить сотни деревень, переселить миллионы жителей, изменить экосистему целого региона. Но результат – мощнейшая гидроэлектростанция в мире, которая снабжает энергией миллионы домов и промышленных объектов. Сама дамба состоит из бетонных секций, каждая весом в 1000 тонн. Внутри нее километры тоннелей, насосов, шлюзов. Она регулирует течение реки, предотвращает наводнения и обеспечивает судоходство. Ее мощь настолько велика, что ее последствия ощущаются за сотни миль вниз по течению. Но даже такой гигант — лишь часть китайской стратегии управления водой. Ведь иногда, чтобы обеспечить выживание одних регионов, приходится лишать воду другие. Китай решился на самый масштабный водный перенос в истории. Не везде, где Китай хочет построить город, есть земля. В условиях плотной застройки и роста населения государство решило осваивать водную гладь. Так появились проекты создания жилых кварталов прямо на воде. На платформах, понтонах, искусственных островах. В городе Ухань создан целый район на озере. Здесь жилые дома, офисы, парки. Все здания построены с учетом водной среды. Фундаменты устойчивы к колебаниям уровня воды. А системы канализации и водоснабжения спроектированы так, чтобы не загрязнять водоем. В Шанхае и Гонконге реализуются проекты
создания новых территорий путем намыва. Строительство ведется из специальных песчано-гравийных смесей, армированных геотекстилем. Эти острова устойчивы, долговечны и поддаются планированию лучше, чем плотная городская среда. Жить на воде не просто архитектурная прихоть. Это способ расширить границы городов, не разрушая природу на суше. И все же, когда речь заходит о перераспределении воды в масштабах страны, Китай выходит на уровень, где сдвигаются даже географические представления. Проект Юг-Север. Самый масштабный в истории проект перенаправления водных ресурсов. Его задача — взять воду из полноводных рек юга страны и доставить ее в засушливые регионы севера, включая Пекин и Тяньцзинь. Это не один канал. Это 3 огромных маршрута общей длиной более 2000 миль. Для реализации проекта пришлось строить не просто каналы, а акведуки, тоннели под горами, насосные станции, озера-накопители. Один из таких тоннелей проходит под рекой Хуанхэ и тянется на десятки миль. По сути, это подводная река внутри трубы. Система автоматизирована. Датчики следят за качеством воды, напором, утечками. Все, что раньше зависело от природы, теперь под контролем инженеров. Благодаря проекту в северных провинциях удалось восстановить водоснабжение, оживить сельское хозяйство, снизить зависимость от колодцев. И это еще не конец. Китай продолжает расширять сеть перенаправления воды, потому что если можно переместить реку, то можно и переосмыслить само понятие водных ресурсов. Когда речь заходит о метрополитенах, большинство представляет себе привычные туннели под улицами. Но в Китае метро проложено даже там, где обычные страны отказались бы от идеи. Под реками, под заливами, под сложнейшими геологическими условиями. И все это с точностью до фута. В городе Шанхай, например, одна из линий метро пересекает могучую реку Хуанпу, прямо под ее дном. Строители использовали технологию щитовой проходки, при которой огромная бурильная машина прокладывает путь под водой, одновременно укладывая бетонные кольца, формируя идеальный герметичный тоннель. Внутри поезда, движущиеся со скоростью свыше 50 миль в час, без малейших вибраций или шума. Но главное — безопасность. Каждая подводная секция имеет автономную систему мониторинга. Если где-то возникает утечка, смещение грунта или даже резкий скачок давления, система автоматически подает сигнал, и движение приостанавливается. Все рассчитано на десятилетия вперед. Подводное метро — это уже не редкость, а повседневность для Китая. Но чтобы прокладывать такие маршруты, нужна техника, способная работать на пределе. И такие машины здесь уже давно стали реальностью. На строительных площадках Китая можно увидеть технику, которая поражает даже видавших виды инженеров. Огромные буровые комплексы длиной в сотни футов выглядят как механические чудовища. Они не просто бурят, они копают, армируют, бетонируют, герметизируют. Все в одном цикле. Одним из таких агрегатов является сверхтяжелый TBM Tunnel Boring Machine, применяемый для прокладки метрополитенов и водных тоннелей. Он настолько массивен, что его сборка и запуск занимает несколько месяцев. Внутри десятки операторов, инженеров и техников, следящих за параметрами в реальном времени. Есть машины, предназначенные только для проходки в вечной мерзлоте, другие — под реками, третьи — для сейсмоопасных зон. Каждая — результат десятилетий инженерного развития и многомиллионных инвестиций. Китай делает ставку на механику, которая заменяет целые бригады и работает там, где человек бессилен. Такие машины требуют постоянной подачи материалов. И здесь вступает в игру система, которую сложно даже представить. Она подает бетон туда, где его ждут в недрах земли. На окраине Чунцина работает одна из самых необычных бетонных установок в мире. Ее называют бетонным монстром. Это не просто завод, а целый подземный комбинат, связанный с десятками строительных площадок по тоннелям. Он работает круглосуточно и подает бетон по трубопроводам прямо в нужную точку. На глубину, под воду, через скалу. Производительность — миллионы кубических футов в месяц. Это позволяет строить без остановок, без перебоев и без внешнего вмешательства. Бетон поступает к месту работы уже в нужной консистенции, с точно рассчитанными добавками, с нужной температурой и временем схватывания. Инженеры гордятся этой системой. Она позволяет минимизировать транспортные расходы, исключить задержки и улучшить качество. Это конвейер будущего. Бетонный пульс мегапроекта, без которого невозможна ни одна стройка нового поколения. Но даже такая точная система должна учитывать фактор, который невозможно предсказать — стихию. Вода, которая может прийти внезапно и разрушить все за секунды. В городе Шэньчжэнь функционирует уникальная система защиты от ливней, скрытая ловушка, способная поглощать потоки воды за считанные минуты. Это подземная сеть резервуаров, соединенных с ливневыми стоками по всему городу. Когда начинается дождь, вода моментально уходит под землю, не задерживаясь на поверхности. Но дело не только в резервуарах. Вся система управляется интеллектуальной платформой, получающей данные от метеостанций, спутников и уличных сенсоров. Она предсказывает, куда направится ливень, и заранее перераспределяет ресурсы. Где-то открывает
закрывает шлюзы, где-то увеличивает мощность насосов, а где-то запускает аварийные протоколы. Это не просто канализация. Это живая система, адаптирующаяся к климату в реальном времени. Благодаря ей даже во время урагана город может продолжать функционировать. Работают метро, улицы не затоплены, техника не остановлена. Однако все это возможно только при условии, что под ногами у мегаполиса есть место, а если его нет, его создают. Под самыми оживленными кварталами, там, где никто не подозревает. В центральных районах Пекина и Шанхая под многополосными магистралями и небоскребами скрываются склады. Не простые, а высокотехнологичные хранилища, работающие полностью автономно. В них нет людей, только роботы. Они получают команды по беспроводной сети, перемещают грузы, сортируют, упаковывают и подают наверх через вертикальные шахты. Эти склады служат не только для логистики магазинов. Они работают с аптеками, супермаркетами, сервисами доставки. Благодаря этому удается снизить нагрузку на дороги, ускорить поставки и освободить ценные наземные площади. Грузы перемещаются по подземным коридорам быстрее, чем на грузовиках по пробкам. Система организована так, чтобы любая точка города могла быть обеспечена в течение получаса. Для экстренных ситуаций предусмотрены запасы воды, медикаментов и продовольствия, которые могут быть активированы мгновенно. Это незримая инфраструктура, без которой мегаполис не смог бы жить в своем ритме. Но и эти тоннели далеко не предел. Ведь китайские инженеры уже спускаются еще глубже, туда, где начинается совсем другой уровень планирования. Казалось бы, метрополитен — это уже достаточно глубоко. Но в Китае все устроено иначе. Под линиями метро в крупнейших мегаполисах проектируются и уже строятся новые уровни. Еще глубже, еще масштабнее. Это не просто технические помещения. Это полноценные этажи инфраструктуры, на которых будет размещаться все. От транспортных узлов до центров обработки данных. В Шанхае, например, уже начата реализация проектов, где под станцией метро расположены склады, серверные парковки и даже мини-фабрики. Это экономит площадь, защищает критические объекты от внешних угроз и создает многоуровневую систему безопасности. Более того, некоторые из этих уровней рассчитаны на временное проживание персонала в случае катастроф. Глубина таких объектов может достигать более 200 футов. Учитывая сложную геологию, близость воды и сейсмоактивность, это требует абсолютно новой инженерной школы. Все должно быть устойчивым, самодостаточным и безопасным. И если раньше подземные уровни строили только в мегаполисах, сегодня такие решения применяются даже в провинциальных центрах. Но такие сооружения нужны не только для развития. В ряде регионов они становятся оружием против самой природы. Юго-запад Китая подвержен оползням, восточное побережье регулярно накрывают тайфуны. Северо-запад — зона сейсмической активности. Все это не теоретические риски, а реальная угроза для миллионов жителей. Китай выбрал путь не обороны, а активного противодействия. В горных районах строятся подземные укрытия, рассчитанные на тысячи человек. Их создают вблизи деревень, подключают к местным системам водоснабжения и связи. Во время землетрясения люди могут спуститься туда за считанные минуты. В некоторых зонах эти укрытия дополнены автоматическими шлюзами и системами фильтрации воздуха. На побережьях, где штормовой фронт может сместить целые кварталы, строят насыпные платформы, искусственные возвышения с подземными помещениями, способными пережить удар волны. Под ними склады, насосные станции, генераторы. Это не просто защита, это способ сделать стихию управляемой. И все же среди всей этой техногенной грандиозности есть проекты, о которых почти не говорят. Те, что скрыты не только под землей, но и под завесой тишины. На карте Китая есть места, где доступ посторонним ограничен. Там нет туристов, нет съемок, нет новостей. Но по спутниковым снимкам можно заметить странные аномалии. Новые дороги, отводы электросетей, движение тяжелой техники — это признаки строительства чего-то огромного. По данным независимых источников, в одном из внутренних районов страны возводится объект, способный изменить подход к логистике в масштабах всей Азии. Вполне возможно, что речь идет о подземном транспортном хабе с многоуровневой инфраструктурой, рассчитанной на десятилетия вперед. Подобные объекты создаются не ради сиюминутной выгоды. Это инвестиции в будущее, в стратегическую автономию, в независимость от погодных, военных и геополитических факторов. Китай работает на горизонт в 50 и даже 100 лет. Это и пугает, и восхищает одновременно. И если вы думаете, что все уже построено, вас ждет сюрприз. Потому что планы, которые раскрываются на горизонте, куда масштабнее всего, что было прежде. Правительственные документы, утечки с международных форумов и публикации в инженерных журналах — все указывает на одно: Китай не останавливается. До середины 21 века запланированы сотни объектов, от новых каналов до подземных городов. Среди них вторая фаза проекта Юг-Север — строительство глубинного тоннеля под Тибетом, подземные скоростные магистрали, соединяющие мегаполисы в обход наземной застройки. Планируется также создание автономных подземных агрогородов, в которых будут выращиваться продукты питания без зависимости от климата. Огромное внимание уделяется
уделяется экологии. Новые проекты обязаны быть энергонезависимыми, с нулевыми выбросами и оснащенными системами полного водооборота. Это инфраструктура, созданная с прицелом на выживание при любых условиях. И здесь возникает главный вопрос: зачем? Ответ скрывается в стратегии. Китай не просто строит дороги, туннели и дамбы. Он создает новую модель государства, самодостаточную, защищенную, устойчивую к вызовам времени. В этой модели пространство используется по максимуму. Поверхность для жизни, подземелья для логистики, энергетики, производства и безопасности. Каждый мегапроект — это кирпич в фундаменте национальной стабильности. А еще сигнал миру. Будущее принадлежит тем, кто не боится копать глубже. Буквально. Страна, которая умеет двигать горы, бурить сквозь реки и укращать стихию, не просто развивается. Она перезапускает правила игры. И делает это тихо, под ногами. Пока мы смотрим на поверхность, она уже обустраивает будущее в глубине.